Наряду с кармином, мучными червями и саранчой теперь также могут перерабатываться в пищу домовые сверчки и личинки жука зерновой плесени. Соответствующие законы приняли правительства многих стран. Что не так с этим трендом? Давайте по порядку. Добавка Е120, которую вы можете встретить во многих продуктах, напитках, губной помаде и прочей парфюмерии. Е120 – один из самых популярных пищевых красителей, кармин, сделан из перемолотых жучков. Они распространены в Латинской Америке, где живут на кактусах. Тела насекомых белого цвета, но внутри они красные. Кармин добавляют буквально во все. От йогурта и мороженого до пирогов, пончиков, кексов и напитков. Его активно используют в косметической промышленности. Он содержится во многих помадах. На упаковке с продуктом, который содержит кармин, может быть написано «кармин» или «краситель Багряное озеро» или просто Е120. Это классификационный номер пищевой добавки. Есть много споров относительно безопасности этой добавки, но даже производители заявляют, что кармин может вызывать аллергическую реакцию. Известно, что некоторые компании уже отказались от этой добавки. Например, американская сеть кофеен Starbucks полностью отказалась от кармина. Был громкий случай, когда клиенты пожаловались на то, что Starbucks использовал кармин в некоторых из своих холодных кофе, коктейлях и пирожных. В Starbucks пообещали, что перейдут с кармина на ликопен – натуральный томатный экстракт. Далее добавка Е904. Смола, которую выделяют насекомые, похожие на тлю. Добавка часто используется в пищевой промышленности для изготовления глазури. Также ее используют в качестве глазирующего агента свежих фруктов для продления их срока хранения. Известно, что ею покрывают дыни, персики, ананасы, яблоки, груши, цитрусовые. С помощью этой смолы создается покрытие жевательной резинки, кофейных зерен, орехов. Теперь о насекомых. Согласно постановлению ЕС, с 24 января 2023 года домовой сверчок и жук зерновой плесени могут использоваться в различных продуктах питания. Однако количество ограничено. Например, продукт, заменяющий мясо, может состоять максимум из 5% насекомых. Личинки жука зерновой плесени могут присутствовать в следующих продуктах питания. Все продукты и блюда на основе зерновых, сывороточный порошок, шоколад, чипсы, крекеры, арахисовое масло, мясные изделия и аналоги мяса, а также аналоги молока и молочных продуктов. Порошок из домашнего сверчка теперь можно найти в хлебе и булочках, печенье и крекерах, смесях для выпечки и макаронных изделиях, соусах и супах, заменителях мяса и молока, картофельных продуктах и шоколаде. В этом случае продукты не могут быть маркированы как веганские или вегетарианские. При этом вы должны знать, что производители обязали указывать в составе ингредиентов наличие насекомых. Эти надписи выглядят следующим образом. Обезжиренный порошок из домашнего сверчка. Ачета доместикус. Личинки жука зерновой плесени. Алфитобиус диаперинус. Личинки мучного жука. Тенебрио молитор. Соответственно, согласно стране вашего проживания, эти надписи будут на языке вашей страны плюс на латыни. Итак, если вы хотите быть абсолютно уверены, что в вашем продукте нет насекомых, всегда читайте этикетки на упаковках. Да, на это нужно больше времени, но безопасность и здоровье намного важнее. Я изучил все за и против употребления насекомых в пищу и пришел к выводу. Людям насильно навязывают эту идею, и маркетологи намеренно делают насекомых суперпродуктом и умалчивают о возможных проблемах в будущем. В любом случае, если эту идею придумали, внедряют и продвигают те, кто хотят сократить население Земли до 1 миллиарда, это серьезный аргумент задуматься над тем, какие они преследуют цели на самом деле. Это мое личное мнение. А что вы думаете о модном тренде употребления в пищу насекомых? Не стесняйтесь оставить комментарий. Интересно ваше мнение.